Good morning, everybody. My name is Joy, and I've been recovered from my compulsive eating since 2017. Всем доброе утро, в Аризоне сейчас утро, и всем привет, и меня зовут Джой, и я выздоровела от компульсивного переедания с 2017 года. So I'm going to talk about, what I used to be like, what happened, and what I am like now. Я расскажу о том, какой я раньше была, что потом произошло, и какая я сейчас. And sometimes there's confusion about that, but the big book is pretty clear about how we share our stories on page 58. И иногда, может быть, есть какое-то недопонимание этого процесса, но на странице 58 в английском варианте большая книга говорит нам о том, как мы должны делиться своими историями. It's not about all the terrible, exact things I did, but who I was as a person. И это не о том, что какие конкретные какие-то ужасные вещи, которые я делала, а кем я была как человек. So as far as what I used to be like, I was always a very awkward kid. И какой я была раньше, я всегда была очень таким стеснительным ребенком, мне было неловко все время. I had a very hard time fitting in. Мне очень тяжело удавалось как-то вписываться в общество. And I found solace in food from a very young age. И я нашла покой и мир, находила его в еде с очень раннего возраста. There was always this running theme in my family that if everybody else thought you were okay, then you were okay. В моей семье была всегда такая тема, она через все проходила, эта идея, что если другие люди думают, что с тобой все нормально, значит действительно с тобой все нормально. Dieting was almost a way of life in my household. А диеты — это был прямо образ жизни у меня дома. My mom was always on the next fad diet. Моя мама всегда сидела на последней новомодной диете. And so I started dieting probably really young, maybe around 9 years old. I remember dieting. И я начала сидеть на диетах достаточно рано, то есть в 9 лет я уже помнила, что я сидела на диете. Я буду сейчас слушать. And the funny thing about that is I was not a heavy kid. I was very active. И что было забавно, что я не была особо каким-то толстым ребенком, я была очень активна. But it was always, if I could just lose a couple of pounds, then maybe I would be happy. Но всегда была вот эта идея, что, может быть, если вот я сейчас еще на 1 килограмм похудею, то я буду счастлива. I had a very hard time making friends in school. Мне было очень сложно друзей себе заводить в школе. My parents were always getting phone calls about how I was getting beat up. Моим родителям постоянно поступали звонки телефонные, рассказывали, как меня там кто-то избил. And I could tell that they were very frustrated with me, my parents. И я видела, что родители за меня очень переживали, как-то на меня злились за это. I think they were frustrated because I wasn't easy. И я думаю, что они на меня злились, потому что со мной было непросто. And I felt a lot of guilt around this. Like I didn't know why I couldn't be perfect. И я много на эту тему чувствовала стыда. Я не могла понять, почему я не могу быть идеальной. And so
with the dieting, it became a place where I could control things. С диетами получилось так, что это было то место, где я могла какой-то контроль, да, иметь над вещами. When I was a teenager, was when I started to exhibit some bulimic behaviors. А в подростковом возрасте у меня началось некое такое булимичное поведение. I thought that if I could just look like the girls in the magazines, that everything would be okay. Я думала, если я только смогу выглядеть так, как выглядят девушки в глянцевых журналах, то у меня все будет хорошо. And so I started doing a lot of restricting, followed by periods of out of control where I would make myself throw up. И у меня начались периоды жестких ограничений в пище, которые чередовались с периодами зажоров, и в эти периоды я заставляла себя вырывать эту пищу. Also around this time, I'd start doing extreme exercising to kind of help deal with my binging. А в это время я также начала заниматься экстремальными занятиями спортом, чтобы справиться как-то со своими зажорами. And still, it wasn't about the food. It was still just this underlying feeling that I never felt like I belonged anywhere. И все это было еще как бы даже не про еду, а про вот этот вот такой страх, который лежал в глубине, который во всем все окрашивал. Это то, что я никак не принадлежу никуда, никому и никуда, и нигде. And after I got out of school, I thought, well, if I just focus on my job and being really good at my job, then that'll help give me a purpose. И я думала, в какой-то момент был период, что если я буду хорошо работать, да, если я научусь очень хорошо, стану хорошим специалистом, то это даст мне хоть какую-то цель в жизни. And so I would kill myself in my jobs, and my bosses would love me because I would literally work harder, outwork anybody just to please them. И я убивалась на всех своих работах. То есть мои начальники, конечно, меня любили, потому что я, все, там, костьми лягу, все сделаю, лишь бы я им нравилась. And even backing up just a little bit, when I was in high school, I kind of started dabbling into drugs and alcohol, just to kind of feel like I fit in more. И еще немного вернувшись назад в старших классах школы, я начала немного пробовать наркотики и алкоголь, чтобы хоть как-то втереться там в какие-то компании. And for me, I found the drugs and alcohol just helped me feel like I fit in. It wasn't the same ease and comfort that I got from compulsive eating. А для меня вот эти наркотики и алкоголь, они просто, как-то, может быть, социально, что ли, я как-то становилась немного ближе к людям, но они мне не давали той легкости и комфорта, которую мне давало компульсивное поведение с едой. On page 44 in the big book, they give us some qualifying questions. А на странице 43 в большой книге они дают нам вопросы диагностические. It says, if when you're drinking, you have little control over the amount you take. Если вы обнаружили, что не можете отказаться... Если вы не можете контролировать, сколько вы выпили. Or if when you start, or if you ever find you cannot quit entirely, then you might be an alcoholic. Или вы когда-нибудь обнаруживаете, что никак не можете бросить это поведение, то, возможно, вы алкоголик. Now, for me,
with drugs and alcohol, I would do really extreme things, to the point of blackout or passing out. С наркотиками, с алкоголем я делала тоже какие-то экстремальные вещи, то есть до потери сознания их принимала. But when it came down to it, I could stop given sufficient reason. Но если уж совсем честно, то если у меня была достаточно серьезная причина, я могла это бросить. Now, with my eating, it did not matter what I did. Once I took that first bite, I could not stop. С компульсивным перееданием было по-другому. То есть, когда я съедала первый компульсивный кусок, я не могла остановиться. And the even bigger issue with my compulsive eating is, even when I did stop, I could never stay stopped. Но более серьезная проблема с моим компульсивным перееданием в том, что даже если я переставала, если я останавливалась, то я не могла никогда снова не начать. Even nowadays, I might want to have a glass of wine, and I kind of stop at 2 glasses because it gives me a headache. Даже сейчас, вот сегодня, если я пью вино, я выпиваю пару бокалов, и мне начинает болеть голова, и я останавливаюсь. So the book lines out this qualification pretty clear. То есть книга, вот эту вот диагностику, да, она раскладывает по полочкам все очень точно. That if I can stop on my own willpower, then I am not of the chronic variety. Если я могу бросить это на своей собственной силе воли, значит, я не хронический тип переедающих. Now, I definitely was not a chronic alcoholic or drug addict, but I was, without a doubt, a chronic compulsive eater. И я была совершенно очевидно, что я не была ни хроническим алкоголиком, ни хроническим наркоманом. Но также совершенно очевидно, что я была хроническим компульсивным переедающим. Which I didn't come to accept until a few years ago. Что я так и не признавала буквально до нескольких лет назад. So getting back to my story, in my 20s, I started to have a lot of depression. Вернемся к моей истории. Где-то мне было 20 с чем-то лет, и у меня начались частые приступы депрессии. I had a lot of anxiety and suicidal thoughts, and I was diagnosed with bipolar syndrome. У меня было много тревоги, были суицидальные мысли, и меня диагностировали как биполярное состояние. So when this happened, I was very relieved. Когда мне поставили этот диагноз, мне наступило облегчение. Because I thought I had an answer for why I always felt so off my whole life. Потому что я думала, что у меня теперь есть ответ, почему я всегда чувствовала себя как-то не в своей тарелке всю свою жизнь. I thought my main problem was mental illness. И я теперь была убеждена, что моя основная проблема – это вот это психическое заболевание. Which was true to a certain degree, but not in the way that I thought it was. Что было, в общем-то, в какой-то мере правда, но не в том смысле, в каком я думала. So I started the round of prescription medications. Я начала принимать препараты медицинские. And I started to feel better. Мне стало немного лучше. But I was still compulsively eating. Но я продолжала компульсивно есть. And the other thing that comes along with prescription drugs are the side effects, and I started to gain a lot of weight. А побочным эффектом этих лекарств является набор веса. То есть я набрала много веса лишнего. And I had a hard time dealing with that weight gain.
И мне было очень непросто смириться и справиться с этим вот набором веса. And up to this point, my weight was always very normal. До этого момента мой вес всегда был очень нормальный. And so I had a really, this starts for me for the next few years, a lot of yo-yo dieting and up and down in my weight. И с этого момента начался период диет, то есть называется диеты йо-йо, то туда, то сюда. И я набирала и сбрасывала очень много веса. I would restrict a lot, and I could be very successful at restricting. Я часто занималась жесткими ограничениями пищи, и у меня это было, я достаточно успешна была в этих ограничениях. I could stick to a diet for a certain amount of time. Я вполне могла придерживаться диеты какое-то определенное время. I think the longest I went without binging was a year. Мне кажется, как бы самый длительный период, когда я без зажоров, у меня был год. But at some point, I started again. Но в какой-то момент я снова начала. And this is really the cunning and baffling part of this illness. Но вот это вот и есть как бы хитрая и обезоруживающая часть этой болезни, и то, что нас очень как бы ставит в тупик и непонимание. When we can go a certain amount of time without compulsively eating, and maybe a long amount of time, we think that it has gone away. Когда мы думаем, что ну вот, я же уже долго не обжираюсь, мы можем провести достаточно длительное время без зажоров, и мы можем начинать думать, что все, болезнь ушла. But for me, it always came back. Но для меня она всегда возвращалась. And so what I found out was that the prescription medications for my mood disorder were not working. И в конце концов я обнаружила, что вот эти лекарства для моего расстройства настроения, да, они перестали работать. They made it so I wasn't chemically depressed or suicidal, but I was still compulsively eating my brains out. Они как бы делали так, что у меня не было там суицидальных мыслей или депрессии, но я все равно обжиралась, как не знаю кто. So at this point, I'm on to the next thing, which is therapy. И в этот момент я напала на следующее решение – психотерапию. And I thought, this is it, me talking about my mommy and daddy issues is what the problem is. И я подумала, ну вот, наконец-то я нашла свое решение, то есть я буду сидеть и говорить о своих проблемах со своей мамочкой и папочкой, и это решит все мои проблемы. So I started therapy, and so I would feel good while I was in the session. И у психотерапевта я хорошо себя чувствовала во время сессии. But I would still go home and compulsively eat. Но по возвращении домой я все равно компульсивно ела. So my therapist recommended that I see a psychiatrist. И мой психотерапевт порекомендовал, чтобы я пошла к психиатру. So the psychiatrist recommended I start binge eating medications. И мой психиатр посоветовал мне, чтобы я начала принимать лекарства от зажоров. And a binge eating medication might work for someone who is not the chronic variety. И эти лекарства от зажоров, они могут помочь, возможно, кому-то, кто не является хроническим типом компульсивного переедающего. But it did not work for me. Но для меня это опять не сработало. I was still compulsively eating.
Я все еще компульсивно обжиралась. And so, as part of my story, I had a separate issue going on around the same time. Как часть моей истории, вообще в это время у меня была еще одна проблема одновременно с питанием. I a family of alcoholics. Я выросла в семье алкоголиков. And I had an obsession with trying to control them. А у меня также была одержимость попытками управлять, контролировать этих алкоголиков. So during this time, I had very rough relationships with men. И в это время, в этот период времени у меня были очень жесткие отношения с мужчинами. I really had a knack for choosing the wrong guys. У меня был прям талант найти и выбрать самых неподходящих мужчин. I would almost always choose to be in a relationship with an addict. Я практически всегда делала выбор начать отношения с каким-то зависимым. And the more that I could not control them, the more I would compulsively eat. И чем больше у меня отсутствовала способность их контролировать, тем больше я компульсивно ела. And so I met the man that is now my husband back in, I guess it would be 2012. И я познакомилась с мужчиной, который сейчас является до сих пор моим мужем, где-то в 2012 году. And he was an alcoholic. Он был алкоголиком. And as he got sicker and sicker in his disease, I also got sicker and sicker in my compulsive eating. И по мере того, как он прогрессировал в своей болезни, также и мне становилось все хуже и хуже с моим компульсивным перееданием. We were both two very emotionally unavailable people. Мы оба были такими очень эмоционально недоступными людьми. And I was getting to a point where I could no longer manage my life. Я приближалась к тому моменту, когда я уже не могла управлять своей жизнью. I had lots of successes in my career, and it did not matter what I did, how many successes I had, I could not be happy. У меня была достаточно успешная карьера, но сколько их бы успехов я не добивалась на работе, я никак не могла стать счастливой. I was always chasing that next thing, that next accomplishment that I thought was going to fix me. Я все время находилась в погоне за следующим достижением, которое я думала, что наконец-то все оно исправит. And I was doing the same thing with my compulsive eating. И то же самое я делала со своим компульсивным перееданием. I thought that if I could just be a certain weight, я думала, если сейчас я достигну только определенного веса, and if I could just eat the right things, then everything would be okay. И если только мне удастся так делать, чтобы я ела только правильные вещи, то все будет хорошо. So by this point, I am running out of ideas. То есть к этому моменту у меня начинают заканчиваться идеи. I have tried diets, gym memberships. Я пробовала диеты, я пробовала записываться в спортзал. Prescription medication, therapy. Я попробовала лекарства, медикаментозное лечение, я пробовала психотерапию. Medical weight loss clinics. Я также побывала в медицинских клиниках по похудению. Self-help books. Книги по самопомощи. And no, I did not try everything out there. И не то, что я перепробовала вообще все до единого способы. But I tried enough to know
that my way was not working. Но я перепробовала достаточно вещей, чтобы знать, что мои способы справиться с этой проблемой не работают. I was also spending ridiculous amounts of money and putting myself in really bad financial situation. И я также тратила огромное количество денег и загоняла в себя в очень сложное финансовое положение. I even decided that to go to college. Я даже придумала такую идею, что не пойти ли мне обратно учиться в институт. Thinking that if I just got a college degree, that's another thing that would fix me. И я подумала, если у меня будет еще один диплом, то это тоже наверняка меня исправит, да? And now looking back on it, I'm really glad that I did that and that I got a degree. И теперь, оглядываясь назад, я на самом деле рада, что я это сделала, и что у меня есть диплом этот. But I put myself in a tremendous amount of debt, spending money on all these things that I thought were going to fix me. Но это также повлекло за собой огромный долг денежный. Я тратила все эти деньги на вещи, которые я думала, что меня не исправят. So in the summer of 2017, I finally decided to give OA a try. Летом 2017 года я наконец-то решила попробовать 12-шаговую программу анонимных переедающих. And I knew about OA, all this time, but I thought that OA was for the really crazy people. Я все это время знала про эту программу, про это содружество, но я думала, что это только для вообще реально сумасшедших людей. I thought OA was for the people who had a real problem, and I clearly did not have a problem because I could control it so well. Я думала, что АП это для людей, у которых вообще, по-настоящему это проблема. У меня-то нет проблемы, потому что я же могу это все хорошо контролировать. I started in the face-to-face meetings here in my local area. Я начала ходить на живые собрания здесь у себя в городе. And it was really nice to go somewhere and to not feel alone. И вообще было очень классно ходить куда-то на собрания и не чувствовать себя одиноко. Sometimes this illness can feel really isolating. Иногда эта болезнь может заставить нас чувствовать себя очень одинокими и изолированными. And like I was the only one that was going through it. И было такое ощущение, что я единственный человек в мире, у которого вообще такие проблемы. But when I went to OA, it was very clear to me that lots of other people struggled with this problem. Но когда я пришла в АП, то мне стало очевидно, что очень много людей страдают от этой проблемы. What I found difficult when I went to traditional OA was the talk of food controlling. Что мне было очень сложно понять и воспринять, когда я ходила в традиционные анонимные переедающие, это разговоры о контроле пищи. When I went to my first meeting, they give you pamphlets about defining abstinence and trigger foods and weighing and measuring your food, and I was very confused. И когда приходишь на собрание, там тебе дают такие буклеты, например, определение, что такое воздержание, или там список триггеров, или как взвешивать и измерять пищу. Я вообще не могла ничего понять. What I didn't know at the time was that I was already at step 1. Что я не понимала, что на тот момент, это то, что у меня уже был первый шаг. The only reason I went to a face-to-face meeting is because
I knew that my way wasn't working anymore. Единственной причиной, почему я пошла на это собрание, это потому, что я знала, что я уже не могу с этим справиться. Мои идеи не работали. And when they wanted to talk about me defining trigger foods, I was very skeptical. И когда со мной начинали разговаривать о определении своих триггерных продуктов, у меня был такой скептицизм на эту тему. I was so done controlling my food that I didn't understand how fixing me could involve controlling my food. Я настолько уже все, мне уже настолько хватило, уже настолько была сыта по горло контролем своей пищи, что я не понимала, зачем мне начинать ее еще снова контролировать, да, какое это имеет отношение вообще к тому, чтобы мне излечиться. I was a type of compulsive eater. I would be on diets where I would restrict certain ingredients and I would still binge on safe foods. Я была тем типом компульсивного переедающего, который сидел на диетах, который исключал определенные ингредиенты, но я могла обжираться и здоровыми, безопасными в кавычках, ингредиентами. So this idea that certain foods cause me to compulsively eat made no sense to me. И эта идея, что определенные продукты заставляют меня компульсивно есть, для меня был полный нонсенс. And so I went to a few face-to-face meetings, but I ended up not going back because I felt like I was being put on another diet. И я сходила еще на несколько собраний живых, но потом я перестала на них ходить, потому что у меня было такое ощущение, что меня снова садят на какую-то очередную диету. I did not know what else to do. И я не знала, что еще я могу сделать. I saw that the OA website had some phone meetings, and so I started calling into phone meetings. Я нашла на сайте АП также список телефонных собраний. Я начала звонить на телефонные собрания. One of the meetings I called into was a speaker meeting. И одно из собраний, на которых я позвонила, там был спикер. And I heard a lady sharing her story. Я услышала, как одна женщина делилась своей историей. And she talked about freedom from the obsession. И она говорила о свободе от одержимости ума. Return to sanity. Она говорила о возврате к здравомыслию. And that she was able to eat like a normal person. И что она теперь в состоянии есть как нормальный человек. And I was totally blown away. И у меня это просто взорвало мозг. I never thought somebody who was like me could ever be restored to sanity. Я никогда даже не думала, мне в голову не приходило, что такой человек, как я, может быть возвращен к здравомыслию. And so I called her and asked her to help me. Я ей позвонила и попросила ее мне помочь. She agreed to sponsor me, but she asked me a couple questions first. Она согласилась быть моим спонсором, но сначала она мне задала несколько вопросов. And so she asked me, she qualified me per those questions on page 44 to make sure I was the chronic variety. Она меня квалифицировала по этим вопросам, которые я упоминала на странице 43, чтобы убедиться, что я хронический тип переедающего. And then she asked me if I was willing to go to any lengths and follow her instructions. А потом она меня спросила, готова ли я пойти на все и готова ли я следовать ее инструкциям. I happily agreed, and we got to work. Я с радостью согласилась, и мы начали работать. Now, I wanted what my sponsor had. Я хотела то, что было у моего спонсора.
It wasn't it was not a matter of, oh, she was a part of a certain group, or oh, she used this book versus that book. Мое решение не основывалось на том, что она там принадлежит к определенной группе, или что она работает по этой книге, а не по той книге. She had what I wanted, and so I did what she did. Я хотела то, что произошло с ней, поэтому я делала то, что сделала она. And she happened to use the AA Big Book. И она так получилось, что она использовала большую книгу анонимных алкоголиков. So we started the steps through the AA Big Book. Мы начали работать по шагам по большой книге анонимных алкоголиков. And we worked the steps very quickly. И мы прошли по шагам очень быстро. And I was in steps 10, 11, and 12 within a couple weeks. И я уже вышла на шаги, на 10, 11, 12 шаги через примерно пару недель. Now, I started through this process to have the psychic change that the book promises. Я начала этот процесс для того, чтобы получить вот этот полный перелом психологии, который обещает большая книга. But around the same time, I also found out I was pregnant with my first child. Но примерно в это же время я обнаружила, что я беременна нашим первым ребенком. And I didn't like what my sponsor was telling me that I had to do to stay recovered. И мне не нравилось то, что мне говорила спонсор о том, что я должна делать, чтобы оставаться в выздоровлении. So I decided that I didn't need her and that I was going to do it my way. И я тогда решила, что она мне не нужна, и я буду делать все по-своему. I went and got a lovey-dovey discussion meeting type sponsor. Я пошла и нашла себе такого мягкого, любящего, приятного спонсора с дискуссионных собраний. And as I got further and further from following the precise instructions as laid out in the big book, и чем дальше я отдалялась от того, что, когда я перестала следовать точным инструкциям из большой книги, my obsession started to return. Моя одержимость начала возвращаться. And it scared me enough that I asked my first sponsor to take me back. Это меня достаточно испугало, и я снова попросила своего первого спонсора взять меня обратно. She would not, but she referred me to somebody, another big book sponsor that could help. Она отказалась меня брать обратно, но она мне дала имя еще одного спонсора, который тоже по большой книге работал. And this time, I really was ready to be done and to be sponsorable. И на этот раз я уже достаточно нахлебалась, и я уже была способна к тому, чтобы меня спонсировали. I went back through the steps with my new big book sponsor. Я снова прошла по шагам со своим новым спонсором по большой книге. And this time I did not question the things that she wanted me to do. На этот раз я не подвергала сомнению те вещи, которые она мне хотела, чтобы я делала. And that was December of 2017. И это был декабрь 2017 года. Now, the easy part was going through the steps. The real work started in 10, 11, and 12. Пройти через шаги, пройти по шагам, это была легкая часть работы. Настоящая работа же началась в 10, 11 и 12 шаге. I was very uncomfortable a lot of the time with the things my sponsor was asking me to do. И мне было очень некомфортно с теми вещами, которые моя спонсор часто говорила мне делать. But I did them because it was way better than going back to my old life. Но я делала эти вещи, потому что это было значительно лучше, чем возвращаться к своей старой жизни.
for me, the obsession was not completely lifted until I started sponsoring people. А для меня одержимость ума не ушла полностью до тех пор, пока я не начала спонсировать людей. And I did not want to sponsor people. А я не хотела спонсировать людей. I am very, what's the word I'm looking for? Uncomfortable in social situations. Я всегда некомфортно себя чувствовала в каких-то социальных, в социуме, в социальных ситуациях. And I did not feel I had anything to offer the newcomer. И я была убеждена, что мне вообще нечего предложить новичку. But this is where the big book is very clear. Но это то место, где большая книга очень четкие дает нам инструкции. Just a reminder. We don't. Yeah. Yep. Timer. Gotcha. Thanks. That I don't get to wait to feel a certain way before I help others. Что там не говорится, что мы должны ждать до того момента, когда я буду хорошо себя чувствовать, прежде чем идти помогать другим. То есть нам не дается такой там поблажки или возможности. If we want the obsession to be lifted, we have to give away what was given to us. Если мы хотим, чтобы одержимость ушла, то мы обязаны отдавать другим то, что дали нам. And I did have something to offer the newcomer because I knew the solution was in the book. И у меня было что предложить новичку, потому что я знала, что решение находится в большой книге. So today, what it looks like, living in 10, 11, and 12. Как это сегодня выглядит, когда я живу в 10, 11, 12 шагах? It's that what I've learned is those steps really blend together. Что я поняла, это то, что эти шаги, они вместе как бы сливаются в одно. Hold on, I have this note in my book that I want to read. I was listening the other day to some Cliff Bishop recordings. Я слушала записи тут недавно Клиффа Бишопа. And he said something that really struck me. И он сказал что-то такое, что на меня очень большое впечатление произвело. He said, "This is not a program of step 12." Он сказал, это не программа 12 шага. He said, "It's a program of 10, 11, and 12." Это программа 10, 11 и 12 шага. He said, if you're not doing step 10, you have no business doing step 11. Он сказал, если ты не делаешь 10 шаг, то вообще нечего даже и думать о том, чтобы делать 11. And if you're not doing step 11, you have no business doing step 12. А если ты не делаешь 11 шаг, то кто ты вообще такой, чтобы делать 12? And what he meant by that is if I'm not removing my defects in step 10, что он имел под этим в виду, это то, что если я не убираю свои дефекты характера в 10 шаге, then I can't hear God's guidance in step 11. То я не могу услышать информацию от Бога в 11 шаге. And if I can't hear God's guidance, then I have no message to carry. А если я не слышу то, что мне говорит Бог, то у меня нет никакой вести, которую я могу нести другим людям. And how true is that? И разве это не правда? So sometimes I get this idea that I have to go out and save the world with my 12-step work. Иногда у меня возникает такая грандиозная идея в голове, что сейчас я пойду и спасу весь мир своим 12 шагом. But I have to remember that if I'm asking God to remove my defects every day in step 10, но я должна помнить, что если я прошу Бога убрать мои дефекты характера в 10 шаге, that I'm gonna be more in touch with God. У меня будет более хорошая налаженная связь с Богом.
And then I can see his will for me and how he wants me to help others. И тогда я буду знать, какова его воля для меня и как наилучшим образом я могу помочь другим. And this program has been such a blessing in every part of my life. И эта программа — это такое прямо счастье и благословение во всех областях моей жизни. I am able to be a, present family. Я могу присутствовать, быть на самом деле с моей семьей. I'm able to be, present for my child. Я могу проводить реально качественное время со своим ребенком. And keeping this connection with God, it gives me insight into things which used to baffle me. И вот эта связь с Богом, которую я поддерживаю, она мне дает увидеть и понять вещи, которые раньше меня очень сильно озадачивали. Yeah, and that's my story. Thanks so much, Tatiana, for inviting me to do my 12-step work. Yes, thank you so much. И, в общем, всем большое спасибо за то, что мне позволили сделать мой 12-й шаг сегодня. Okay, Joy, would you like to stay for a few minutes to hear feedback of what resonated with people? Sure. Okay, I'm gonna ask the newcomers just for a second, and then we'll come back to it. А сейчас мы хотели бы пригласить новичков. Если вы новичок на нашем собрании или в нашем содружестве, пожалуйста, напишите в чат, чтобы мы могли вас поприветствовать. Спонсор — это любой, у кого произошла духовная перемена в результате работы по шагам, и кто имеет готовность работать с другими. Для тех, кто ищет спонсора, чтобы провести их по шагам, или если вы спонсор, тоже, пожалуйста, напишите в чат. Пока мы пишем. Если вы новичок, большой вам привет. А сейчас желающие могут высказаться по спикерской, что вам сегодня откликнулось в спикерской. И если вы прошли 12 шагов, то можете упомянуть про свой опыт выздоровления. У кого-то есть обратная связь? Людмила, можно? Ага, давай. Да, на самом деле очень похоже, прям как будто Джой про меня рассказывал, то есть вечно вот это недовольство с юных лет, да, зажоры, то есть я тоже по себе замечала, что если я могу там контролировать там алкоголь, да, ну, наркотики никогда не пробовала, то вот с едой это было вообще полностью бесконтрольное состояние, то есть даже когда мне тоже вот антидепрессанты, они мне просто не помогали. И действительно, вот только программа дает вот это облегчение, вот это выздоровление, которое мы так долго ищем, да, потому что у меня тоже, как у Джой, очень длительное время я шла к этому, я очень много чего перепробовала, и мне ничего не помогало, и только программа дает вот это чудо, да, о котором мы говорим в 10-м шаге, чудо выздоровления, которое мы получаем, проходя программу, и если мы проходим быстро, да, делаем шаги и дальше просто живем ей, это действительно благословение, которое мы получаем. Спасибо, Людмила. Людмила says it's very much resonated, like you were telling her story. The the awkwardness, the trying to control people, the antidepressants, none of that worked, and the food was always out of control. And like the program is the only thing that actually does restore us to sanity if we just live it. If we really jump in and live it, it solves all of our problems. So. Yeah, for sure. Да, это действительно так. А кто-то еще? Я хотела от себя добавить, что мне вот очень отозвалась фраза, что типа, что она не верила, что такой, как я, да, такой, как она, может вернуться здравомыслие. Да, то есть я тоже как бы очень, я даже не верила, что это вообще есть такая опция, да, что я буду есть как нормальный человек. Я всю жизнь ела как сумасшедшая и вела себя как была все время как-то вот не в своей тарелке, чувствовала себя как инопланетянин какой-то на этой земле.
И я не верила, что можно жить как бы нормально. И вот в конце она сказала, что Бог дает ей понимание разных ситуаций, которые раньше ее озадачивали, действительно. То есть приходит вот это просто осознание, что как бы, вот что оказывается происходит. Вот как можно реагировать. Все, уже не надо биться головой об стену. And I just want to add, from me, what really resonated is when you said that, like, you couldn't believe that someone like you could be restored to sanity. And for me, it's all like I didn't even know there was an option, of eating like a normal person, right? I always thought I had to control it. And that what you said in the end, when it's like God gives us the insights and understanding of how to deal with certain situations that used to baffle me. Same thing. I'm like, wow, I can actually live. Like life actually starts working, right? So. Right. And that's the thing is like some people think that, this is just for my compulsive eating and I get to compartmentalize this, but it really does solve all of our problems. И Джой говорит, что да, некоторые люди почему-то думают, что да, это программа только для компульсивного переедания, как-то можно это отделить, вот эта коробочка для компульсивного переедания, все остальное это все остальное, но эта программа она решает все наши проблемы. Окей, кто-нибудь еще? Ирина, можно? Давай. Спасибо большое, Джой, за спикерскую. Очень мне отозвалась, про вот стеснительного ребенка. И вот это то, что она говорила, что не вписывается в общество. Да, у меня тоже в детстве такое было, что я отличаюсь от других, какая-то не такая, и как-то все остальные не для меня там или что-то, такое. Потом вот это вот и рассказ, погоня за достижениями тоже у меня такая была гонка вечная, и про институт очень похожа, потому что я тоже думала, что вот если у меня будет еще один диплом, это меня точно изменит, вот поможет мне вот это счастливой стать или как-то так. И про вот, как бы некомфортно, в социуме, вот то, что она рассказывала, что она не хотела спонсировать других вначале, вот у меня то же самое, я вообще некомфортно себя всегда чувствовала с людьми. И эта необходимость вот разговаривать, это тоже у меня так некомфортно было, о себе надо было заставлять это делать. И мне очень понравилось, как она сказала, что, если я не убираю свои вот дефекты, в 10 шаге про Клифа, то я не слышу, в 11 я не слышу, что Бог говорит мне. Вот мне очень так понравилось это выражение. Это, наверное, действительно правда, потому что если мы не идем и не работаем по 10 шагу, остальное дальше как бы бессмысленно делать, уже нет вот этой связи с Богом. Спасибо большое, Джой, за спикерскую. Спасибо, Ирина. So Irina says also very much resonated with how the awkwardness, they always like feeling like out of place in among people, very hard to talk to people, the achievement race and the degree and everything, like that's the next thing that's gonna make me better, and it never did. And also that she really was reluctant to sponsor for the same reason, like, oh my god, I have to talk to people. It's so awkward. And what you said about Cliff and 10th step, like we have no business, doing other stuff until we clear out the path from our character defects. So, thank you so much. Again? Yeah, awesome.